Друзья, большое спасибо всем, кто проявил активность в прошлом видео и особенно тем, кто поделился видео в соцсетях. Благодаря вам прошлое видео буквально за пару дней набрало необходимое количество лайков. Буду очень признателен, если вы поделитесь и этим видео и отправите его вашим контактам, которые также любят путешествовать. В конце видео я кратко расскажу о ценах в Стамбуле, так что не переключайтесь. А сейчас приятного путешествия. Проснулся утром, смотрю, тут стоят скорые, и все приезжают и приезжают. Только что подъехала еще одна машина полиции, еще одна скорая. А там какой-то дедуля на велике, бомж, походу, в крови, что-то рассказывает. Но, впрочем, это видео не об этом. Выехал сейчас завтракать, мне турок подсказал это хорошее место, где можно позавтракать. И потом буду ехать в европейскую часть. Как я уже и говорил в прошлом видео. Дело в том, что Стамбул разделен на азиатскую и европейскую часть Босфорским заливом. И вот я подошел к месту, где буду завтракать. Не знаю только как выбирать. Теперь от этого всего все на турецком. Кстати, $1 это 5,80 турецких лир. Чтобы вы понимали примерно расценки местные. Все на турецком. В общем, оказалось, что официант здесь разговаривает по-русски. Привет. В общем, я решил взять этот какали, менемени, яплир или чакали. В общем, омлет по-нашему. Примерно за $2. Также, заказывая любое блюдо в Турции, вы автоматически получаете неограниченное количество вкуснейшего, пушистейшего хлеба. Омлет был очень вкусный, поэтому очень быстро исчез. Спасибо. Парень оказался из Ташкента, который официант. Обменялись с ним контактными данными. Сегодня вечером, может, потусую с ним и его друзьями. Какая-то странная вещь происходит. Что-то все начали бибикать просто так, от нечего делать. Один начал бибикать все время, все начали бибикать. Еду сейчас на корабль, буду садиться, чтобы плыть в Европу. So, basically, I just have to go through that one with the car. Без турецкого самому с этим автоматом сложно справиться. Yes. Okay. What can I get? Bicycle. And bicycle? No. One person. Yeah. Okay, Буду садиться на паром. Торчанка попросил помочь мне. Никто не говорил по-английски, это одна единственная нашлась, кто говорила. Помогла мне купить карту вот такую. Это просто билет на европейскую сторону. Спросил, можно ли снять, говорят, нет, не снимаем. Я не идет с великом. Я народу с великами. I'm making a video blog. Встретил только что еще одного турка, он едет с велосипедом, посоветовал мне, чтобы я вот так вот закрыл велосипед, а то может на волнах его перевернуть. Даже с мотоциклом люди здесь плавают. And how long time did it take you to go to Greece? 1 week. Other mountains? No, it's not too much. Only Tekirdağ is in Turkey. I see. But like for me, I'm gonna go through mountains a lot more. I see, because Black Sea is very long. I see. To travel alone, like because you can meet so many new people, and it's all like that. It's good, okay, but always can make a plan with other people. It's hard to manage them.
ролик на корабле нельзя снимать, но сейчас снимаю все равно туда книжку. Сейчас турок говорит, садись, говорит, сейчас принесу нам чаю. И сказал мне, что мост закрыли для велосипедистов, потому что слишком много людей упало, пешеходов и велосипедистов. И они просто решили закрыть мост. Странно. Говорит, я ездил в прошлом году в Грецию на велосипеде 600 километров. Доехал за неделю. Красавчик вообще. 44 года. Ну что, забыл забрать телефон с велосипеда. Лучше забрать телефон, потому что еще украдут. А вот мост, по которому запрещено ездить. Огромный. Босфорский залив соединяет Черное море с Мраморным и разделяет Стамбул на Европу и Азию. Он считается самым труднопроходимым заливом в мире из-за плотного движения, паромов, сильного течения в 8 узлов и изменчивой погоде в осенне-зимние периоды. Многие судоходные компании рекомендуют использовать лоцманов для транзита. Кстати, с 1989 года по Босфорскому заливу проходит ежегодный заплыв участников из более чем 50 стран мира. Это единственный в мире межконтинентальный заплыв. Я же в Европе. Сейчас в часть Стамбула буду ехать с этим турком. Он мне покажет какое-то интересное место, достопримечательность, какой-то золотой рог. Капец, этого мужика турка икры накачанные. Видимо, велосипедист прям жесткий. Кстати, он сейчас едет в больницу, ну, он является донором крови. The sea go inside. This is golden pond. Okay. Haliç Sea. Okay. If you want, go this direction with birch other side and come back again. From there? Yeah. I see. And you're going there? And I go this direction. So we can go together now. Okay, cool. You have so muscular legs. You're always cycling? Жесть! Едем против движения, короче. Ничего, камикадзе. Охренеть. Я так сам не делал. Я как-то не пойму, у него вроде такие накачанные ноги, как на велике, он не прям таки сильно уверенно себя чувствует. Делает только слишком опасные маневры. Видимо, GPS тогда, когда хотел, чтобы я поехал по встречке, переключился на турецкий режим. Пофиг. По движению против. Жесть. Кстати, сиденье у него Брукс. Может, мне стоит такое купить, не знаю. Кто не знает, Брукс — это сиденья, которые сделаны из кожи, то есть полностью из кожи, из толстой. И они твердые, но они со временем приобретают форму твоей задницы. И поэтому на них особо комфортно. На них нельзя мочить вообще. То есть, если попадет под дождь, то ему хана. Мы так по встречке гоним. Я еще думал, что это я как псих на велике езжу. Красивый, конечно, город, мосты, архитектура и психи на великах. Блин, как же мы опасно ездим. Блин, только что смотрю такой на камеру, оказывается, камера выключена. Думаю, прикольно все видео, что я снимал, ему хана. Думаю, было бы очень обидно. К сожалению, прикольные моменты, конечно, потерялись, но, слава богу, камера, как только я включил, написала, файл был восстановлен. То есть на кочке, когда я прыгнул, видимо, камера отключилась, нужно было опять вытаскивать батарею и видео до кочки. А
мужик мне сказал, говорит, здесь мне нужно будет ехать направо, тут будет прикольно. Такая красота. И дяде захотелось поспать. Так что не только у нас такое бывает. Хотя здесь так классно, что я и сам здесь поспал бы. Правда, шумновато машины. Сейчас вдали уже виднеется один из символов города, акведук Валента. Он был частью водопроводной системы Константинополя, расположен в старой части Стамбула, бывшего Константинополя. Он был построен в период правления императора Валента, приблизительно в 368 году нашей эры. Являлся очень важным этапом в развитии водопроводной системы Константинополя. Он соединил два холма города. Его максимальная высота составляла 26 метров, а по свинцовым трубам, проложенным поверху акведука, вода поступала в город вплоть до середины 19 века. В настоящее же время акведук является туристической достопримечательностью Стамбула. Под ним проходит оживленная автомагистраль города, бульвар Ататюрка. А акведук так и уходит вдаль. Случайно увидел вот такой вот традиционный турецкий рынок. Всякие фрукты, овощи, сухофрукты, орехи и даже семечки. И такие вот здесь зеленые гранаты. Sorry, is it good to eat now or? No, you're selling this? Okay. Я так и не понял, их продают для того, чтобы они дома потом доспели, или чтобы сразу есть, но решил попробовать, потому что очень дешево. Меньше $1 за килограмм. Не знаю, съедобно ли это или нет, но стоит очень дешево, поэтому попробуем. So, English? Eat now or I have to boil it? Парень его ест, так что я понял, что это сразу есть нужно, можно не готовить. Что надо попробовать? Честно говоря, довольно вкусная такая штука эта мидия. Что-то напоминает мясо с картошкой, но довольно-таки перченое, потому его лимоном поливает. Ну прикольно, 1 лира, 1 штука. Я съел 4 штуки, хотел 3, но он меня заставил съесть 4. Как же мне здесь нравится. Всем просто вообще пофиг на правила, едут хоть на красный, хоть на зеленый. Не, вру, едут нормально. Автомобили еще более-менее правил светофора пытаются придерживаться. По поводу остального, то ни хрена не придерживаются. А пешеходы, велосипедисты просто откуда хотят туда и едут. Но дело в том, что велосипедистов довольно-таки мало. Но большинство велосипедистов ездят примерно так же, как тот мужик. Просто мне туда надо, я туда еду. Нашел здесь веломагазин. Сейчас спрошу, мало ли, может у них будут какие-то запчасти для щитка. Как-то непонятно вообще, сверху велосипеды. Здесь внизу велосипеды. С той стороны все в велосипедах. Тут разные магазины, вон. Это фиг его знает. Мне послали сюда, говорят, здесь сервис. В общем, этот мужик дал мне пластиковые стяжки, говорит, этими, говорит, затянешь. На пальцах мне объяснил, на пальцах понял, что мне нужно. Говорит, что так можно только целый купить. Я спрашиваю, сколько целый? Он мне послал вот так в сервис, а потом говорит, стой, и дал мне эти штуки. Постоянно забываю, как на турецком будет спасибо. Это тешекилар. Тешекилар. Блин, довольно-таки красивый город. Нравится мне, как здесь. Такое такая демонстрация политическая, что-то не знаю, что это. На камеру снимают. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это может быть. Здесь, походу, можно пить воду. So do you speak English? English? Can I drink? No. Окей, здесь нельзя пить воду. Непонятно только, зачем я спрашиваю, говорите ли вы на английском, если потом все равно на английском же я задаю им вопрос. Это называется Шехзаде Маск. Вот описание. Или на немецком. Или на турецком. Надеюсь, здесь можно снимать. Но снимать обувь обязательно при посещении любой мусульманской мечети. Дворик этой мечети.
самом на верхушке ходят люди, не знаю, будет ли видно на камеру, и фоткаются. Там, видимо, живут люди просто. Думаю, почему возле меня, где-то посреди домов каких-то, падают орехи. Ну, почти на меня. Не знаю, раза 3, наверное, упали. Прям на асфальт. И разбиваются. Думаю, то ли у меня глюки, то ли в чем прикол. Оказалось, это вороны разбивают так орехи. Их очень-очень много. И жрут их. Сейчас буду искать главную мечеть Стамбула, Голубую мечеть. Кстати, да, еще этот турок, который ездит на велосипеде, говорит, я, говорит, ехал в Грецию по равнине, а ты будешь ехать по самой жести, потому что вдоль Черного моря самые горы. Здесь находится музей-мавзолей Сулеймана Мустафы. Я решил сейчас сюда ехать, потому что Голубая мечеть находится в другой стороне. Здесь почему-то все перекрыто, но мотороллер поехал, и я решил тоже поехать. Мавзолей Сулеймана Мустафы III. К сожалению, как в мавзолее Ленина, тут нету останков этих султанов третьих. Но зато тут столько живности всякой живет на территории. Тут котяки, там куры. Здесь можно набирать воду в вот таких вот штуках бесплатно, оказывается. Есть еще такие вот вещи. Там вода для того, чтобы ноги мыть. Потому что перед молитвой обязательно нужно помыть ноги. Котяке понравился мой велик. Кстати, тут ступенечки. Поскольку я сейчас не груженный, то можно и съехать. Сейчас буду опять менять деньги, потому что я в прошлый раз поменял только 50 баксов. Я не знал, хороший ли это курс. Но, кстати, вчера курс был даже немного лучше. То, что вы сейчас слышите, это призыв, но не в армию, а на молитву. Они молятся несколько раз в день. Такая штука по всему городу орет. Особенно интересный эффект, когда находишься между двух громкоговорителей и их голоса переплетаются. Что-то там чувак неведомые чудеса с мороженым вытворяет. Чисто случайно наткнулся на такой вот дворик с мечетью. А вот откуда доносился звук. Ощущение, будто я погрузился в игру Ассасин. Понятия не имею, где я. О, этот дедуля сейчас мне даст задание. Да, наставник. Дал задание добраться до Голубой мечети. Это колонна Константина. Ее торжественно открыли в день основания Константинополя, новой столицы Римской империи, на месте Византия. Построена была Константином Великим в 330 году. Китайцы сказали, что Голубая мечеть находится где-то впереди. И на их селфи-палка длиной, наверное, 3 метра была. А это площадь Султан Ахмед. Раньше это место было ипподромом. Здесь проводили гладиаторские бои и гонки колесниц, а затем ярмарки и представления.
Это немецкий фонтан, который был подарен Германской империи в 1900 году. Он был сделан в Германии и перевезен в Стамбул частями. Здесь зачем-то стоит какой-то броневик. Русский, а вы не подскажете, где находится эта главная мечеть? Это она есть или нет? Спасибо. А что еще интересное здесь такое есть? Это голубая мечеть, это Айя София. Там за Айя Софией дворец Топкапы. Круто. Что какие-то вроде бы там эти водохранилища, что-то. Вот это что из него, там темно и плохо. Ничего интересного, да? 20 лет лежал. Главное, чтобы безопасно. Я смотрю, тут такие психи вообще. Мы видели это движение, да, но вот желаю все видеть и чтобы безопасно, без приключений. Я бы так не ехал, как он. Дело в том, что он едет просто, едет автобус, он просто по встречку выехал, и я только между автобусом, между всего, но я за ним ехал, ну окей. Какие-то египетские иероглифы. Почему здесь египетские? Интересно. Может, здесь об этом что-то пишет? Обелиск Феодосия. Изначально он был воздвигнут фараоном Тутмосом III в Египте около 1450 года до нашей эры, рядом с храмом Амун-Ра. И потом Константин Великий решил его привезти в Константинополь, дабы показать величие Римской империи. Его вес составляет внушительные 300 тонн. Это стоило колоссальных ресурсов доставить такой груз. Но то, что вы сейчас видите, это всего лишь 2/3 прежнего обелиска, потому что он был поврежден во время транспортировки. Но тем не менее иероглифы на обелиске до сих пор четко читаемы, и говорится в них о том, что Тутмос воздвиг его в честь своего отца. Вход в голубую мечеть. Тут туристов, походу, больше, чем турков. Голубая мечеть, или как ее более официально называют, мечеть Султана Ахмета, стоит здесь уже почти 400 лет. Султан Ахмет вступил на престол в 1603 году в возрасте 13 лет. В 19-летнем возрасте он приказал построить эту голубую мечеть. Ой, я не один велосипедист здесь. Особенностью этой мечети является то, что в ней аж 6 минаретов. 4 вокруг самого здания и 2 дополнительных по краям дворика, который имеет 30 куполов. Именно в этот дворик я сейчас и вхожу. К сожалению, здесь сейчас проходят ремонтные работы. Согласно легенде, Султан Ахмет приказал своему архитектору построить 4 минарета и украсить их золотом. Но архитектору послышалось слово 6, а переспрашивать у султана архитектор не осмелился. Таким образом, голубая мечеть по количеству минаретов сравнялась с запретным храмом в Мекке, главным храмом мусульманства в мире. Это вызвало протест во всем мусульманском мире, и это было названо святотатством. Таким образом, к священной мечети в Мекке был пристроен 7-й минарет, чтобы мечеть в Мекке не имела равных по количеству минаретов в мире. Тут так воняет потниками. Главный купол мечети имеет диаметр 23,5 метра и опирается на 5 колонн диаметром 5 метров каждая. Свое название мечеть получила благодаря 20 тысячам керамических изразцов ручной работы для внутренней отделки. Но, к сожалению, здесь сейчас ведутся ремонтные работы, поэтому мне не удалось их показать вам вживую. Сферное довольно-таки место. Сегодня же мечеть Султана Ахмета является главной мечетью Стамбула и одним из символов этого удивительного города. Также здесь стоит вот такой вот небольшой макет главной мечети мусульманства в Мекке. English? English, yes. How did you do that? It is not heavy? No. Really? Yeah. How can you protect your balance? You just put both of them, but like you don't really like feel that much. Like if you have like 2 heavy bags here, then it's okay. Where are you from now? Ukraine. Then you have came here for visiting, or you are living? I'm going from. Don't tell me you came here by bike. No. I flew here, but I'm going to Giresun by bike. Really? Yeah. Giresun. Giresun. Dude, it is so big. Yeah. I know. I am afraid go any outside of Istanbul Why? because I don't trust my bike. Longer trips, you need like bike with such tires. Yes, I know. I don't, Your bike is made for speed, like yes, it's I know. really light, right? It is my car. It's my life. It's my car. It's aluminium. Yeah. Aluminium. Yes, it's aluminium, but it is
Not heavy. Almost 9 kilograms. 9? Yes, no, 10 kilograms, sorry, 10 kilograms. With in the way you are getting speedy. Yeah. What? I didn't get you. I said, in the way you are getting speedy. Speedy? Yes. You cannot control yourself because of this bike. You wanna go to speed, more speed. Ah, yeah, but it's good. Yes, of course, good. But if I use this, it is not my kind of because it is heavy. You are alone. Yeah. Ouch. You must find any kind of team in Istanbul. There are a lot of team in the Facebook or an application. They will join you I charge like my phone. on the phone. It has USB, so I do like everything from it. It is so smart thing. I will use it. Görüyor musun işte? Telefonu şarj etmek için buraya koymuş. Bırak kapanıyor. Yeah, it's cool. You know this is not my kind of. How heavy is it? Kaç kilo diyor? How heavy is it? Can I try? Kaç kilo diyor? Kaç kilo? It is almost 12. 12. It's like the same. But it is 2 bike. What? 2 bike. Yeah, something like Bunu that. böyle kaldırabiliyorsun da. Ha biliyorum. Asked the way from one guy on the bicycle, and I saw that like you Turkish guys like are driving like really crazy, like that between buses. So I was just following. Okay. So selfish, they're crazy, not seeing anyone. Here? Yes. Başka yerler tavsiye etsin. Güzel iyi yer. The Turkish people who is living in village, they will help you. They like to help you. Adalara falan. Okay. Because our people, yes, sometimes getting so selfish, but they like to help anyone. He's my uncle. He's my uncle. Oh, okay, cool. And say you must wear so tiny clothes because it will be so cold in Greece. Yeah, I have some like clothes. Yes. You see Eminönü, Taksim Square. No, not yet. Okay, follow us. Yeah, but I have lost the remote control from this one, and Where? I'm trying to find it now. So I need a minute. Şimdi kaybetmiş de. Bak kamera bastım bile onu kaybetmiş. I'm making a video blog actually. Yes, I know. In YouTube, right? Yeah. YouTube. И тут я обнаружил, что я не могу найти пульт от моей камеры. Don't use the bridge, okay? Because it Yeah, is I know. forbidden. I know. You must use the Marmaray or metro. It will be easy for you. Because if you use the bridge, they will take you the. Ah, really? Yes. The fine. I'm gonna get fined. Punishment. They Yeah. will take you punishment. I see. Okay. Yes. Yeah, Turkey is so cheap for the foreign people, not for us. Okay. Ah, doğru. Alex. Crazy life. Crazy life. YouTube question you can ask me here or WhatsApp. Okay, thank you. I can help you or can find any support or can be a guide for you. You can Okay, follow I back for have me, to okay? come back. Maybe I will find it and be lost there. You will stay in hostel or you will leave today? I'm living like I found a room in Airbnb, Yes. so I'm staying there. How much is it? It's really cheap. Like Same in dollar or euro, doesn't matter. it was 8 euros. 8 euros? Yes, kind of. Okay. See you, bro. Have a nice Thank you. trip. I hope so. You will go very soon in health. I hope to find the remote. Этот Bluetooth-пульт для экшн-камеры шел к ней в подарок. Я думал, что он мне не понадобится, но оказался очень полезной штукой для того, чтобы включать запись диалога с людьми, когда камера находится на голове. Решил пройти весь путь заново. Я подумал, что, возможно, я его выбросил вместе с кулечком, в который складывал обувь. I think I have thrown my the remote control here. Oh. Yeah, but do you also have some lost and found? I might have lost it, like maybe on the floor. So you have lost and found, no? You don't understand? Yok, I don't understand. Biraz daha rahat koyarsın. Koymak ayrı bir şey, arayıp bulmak ayrı bir şey değil mi? Şey mi arayacaksınız? Aynen. Они решили помочь мне и высыпать все кульки в один большой пакет.
Yeah. Someone finds something inside, Yeah. they bring it here. Поэтому я оставил свой WhatsApp номер на всякий случай. И нагло уволок пакет, чтобы посмотреть его на балконе. Это пришел, я так понял, заведующий Lost and Found и принес мне другой контроллер. Но, к сожалению, к моей камере он не подошел. И изначально этот момент я не планировал включать выпуск, поэтому ничего особо не снимал. Короче, я потерял пульт дистанционного управления от камеры. Очень удобная штука. Я не понял даже вообще, как я ее потерял. Он меня просто лежал в кармане. Может, кто-то подумал, что там что-то ценное, все время в карман лажу. И вытащили. Перерыл все, что там мог. Облазил, все, не нашел. Нашел такой вот ресторанчик. Сказать, что тут хорошая еда, недорого. Рядом рельсов. Такой прям крутой ресторан. И вроде бы цены относительно нормальные. Прикольная штука, сделана прям как настоящая свечка. Это не свечка. Такая шаурменка. Пока я кушал, беда подкралась незаметно. Микроавтобус задавил с хрустком мой велосипед. Официанты все повыбегали, пытаются его оттуда вытащить, но его прижало конкретно. А сейчас, как я и обещал, поговорим касательно цен в Стамбуле и в Турции в целом. Как вы видели, покушать здесь можно очень недорого в большинстве заведений. Средний завтрак вам обойдется в 15 лир, а плотно пообедать примерно в 30-40 лир. Номер в гостинице можно найти на любой вкус. От 80 лир за бюджетный номер на двоих, до 1000 или более лир за 5-звездочный номер. Но можно также найти 5-звездочные номера за очень приятную цену около 250-400 лир, но это в основном не в разгар сезона. Поскольку большинство достопримечательностей города расположено в европейской части, соответственно и жилье здесь более дорогое. Так что если хотите сэкономить, то лучше остановиться в Азии и путешествовать в Европу на пароме, метро или автобусе. Переправа на пароме вам обойдется около 6 лир, заодно и насладитесь прогулкой по Босфорскому заливу. Метро и большинство автобусов примерно 2 лиры 60 центов, но вам придется купить карту Istanbul Card для того, чтобы с нее списывались средства при пользовании транспортом. Она действует на весь общественный транспорт в Стамбуле. Ну а что касательно Турции в целом, то в большинстве городов цены дешевле, чем в Стамбуле, за исключением некоторых курортов. Так что если думаете отправиться в путешествие в эту удивительную страну самостоятельно, без туров и путевок, то дерзайте. С удовольствием отвечу на любые интересующие вас вопросы в комментариях под видео. Для тех, кто еще не знает, в мобильной версии YouTube комментарии находятся в самом низу странички, под рекомендованными видео. И, друзья, согласно аналитике YouTube, только 25% тех, кто просмотрел прошлую серию, подписаны на канал. Так что подписывайтесь и не забывайте переключать колокольчик на все уведомления. Этим вы мотивируете автора и поддерживаете канал. И поскольку вы досмотрели видео до конца, то вам оно наверняка понравилось. Так что не жалейте лайков, поскольку когда это видео наберет 120 лайков, я смонтирую и выложу следующую серию о Стамбуле. И вы узнаете дальнейшую судьбу велосипеда и то, как продолжится дальше путешествие.